Всем любителям творческого и прекрасного привет! С вами я, Ксения Назарова. И сегодня мы с вами продолжаем творить для новогодних утренников. Конечно, сегодня мы поговорим о снежинках. Ну куда же без них? Хотя это вам решать. Мне кажется, мои цветочки сегодня больше все-таки зимние цветочки, в таких льдисто-голубых и нежно-розовых тонах. А в моих украшениях участвуют репсовые ленты, более практичные и фактурные. Оставайтесь со мной. Давайте сделаем вот такие вот зимние цветочки канзаши сегодня в нашем видеоуроке. Итак, друзья, чтобы сделать вот такой вот зимний цветочек на заколке, нам нужны материалы. Репсовая лента стандартной ширины 2,5 сантиметра. Нам понадобится 6 отрезочков по 11 сантиметров длиной. Также для внутреннего розового цветочка возьмем репсовую ленту бледно-розового цвета шириной 15 миллиметров, а длиной 6 сантиметров. Таких отрезочков нам понадобится 12 штук. Для серединки подойдет страза, красивая пуговица, полубусина, либо вот в моем случае вот такая снежинка из фоамирана. Пайетка может быть какая-то красивая. Для основы нашей заколочки 2 фетровых кружочка диаметром 2,5 сантиметра. Я воспользовалась 5-рублевой монетой для шаблона. И также, конечно, сам зажим, либо резиночка для волос. Длина моего зажима 4,5 сантиметра. Кроме этого, естественно, нам понадобится зажигалка, пинцет, ножницы и термоклей, а также, чтобы моя снежинка такая была дрожащая и живая, я решила воспользоваться бусинами на нити разных оттенков серебра и жемчуга. Для начала приступим к самому маленькому цветочку. Он состоит вот из таких лепестков, которые я показывала, как делать в своих предыдущих уроках, но покажу еще раз вам с удовольствием. Естественно, первым делом мы обрабатываем место среза ленты огнем. И наш отрезочек мы складываем пополам. Затем еще складываем пополам вдоль длины отрезка. И вот этот краешек мы срезаем и склеиваем огнем зажигалки. Можно делать такой лепесток также и из атласной ленты, однако все-таки наряднее получается почему-то из репсовой ленты. Вот эти лепесточки мне нравятся больше на репсовых ленточках. Теперь мы раскрываем наш лепесточек, отгибая верхний край, краешки к серединке. Заворачиваем как бы вот конвертиком, таким вот образом. Лишнее срезаем ножницами. Склеиваем серединку огнем зажигалки. И остается нам скруглить наш лепесточек ножницами. Придаем полукруглую ему овальную форму. И вот такой лепесток у нас получился. Складываем пополам. Потом еще раз пополам. Маленький кончик обрезаем и склеиваем огнем зажигалки. Верхний слой отгибаем краешки к серединке, чтобы расправить, сделать лепесток объемным.
Срезаем несколько, буквально 3 миллиметра, и проходимся огнем. Фиксируем наш лепесточек и в конце концов срезаем острые уголки, придаем лепестку, собственно, форму лепесточка. Первый тип лепесточков готов, и теперь займемся более крупными, которые будут нам подсвечивать наш розовый зимний цветочек. Обрабатываю края зажигалкой. Итак, длина 11 сантиметров у нас у этого отрезка. Складываем его также пополам и намечаем серединку. Теперь края опускаем вниз. Я держу к себе, у меня с принтом ленточка, поэтому держу к себе изнаночной стороной, чтобы рисунок был снаружи. Делаем такой самолетик. Разогреваю огнем, чтобы более ровно уложить, потому что будем складывать по типу оригами сейчас наш лепесточек в несколько раз. Правую нижнюю часть поднимаем опять к вершинке треугольника и еще раз складываем как бы второй треугольник. Все это дело можно разогреть огнем и, в общем-то, пригладить, да? Пригладить. То же самое делаем с левой частью, абсолютно симметрично складываем. И отводим оба края нашего треугольника, основания, да, назад. Вот это место, серединку, можно вот так вот срезать и сплавить, тоже склеить огнем зажигалки, зафиксировав наш лепесточек на вот этом этапе, чтобы он уже никуда не разваливался. Далее у нас сзади два вот таких вот элемента есть. Сейчас мы их отгибаем к серединке.
Отгибаем, немножко краешки срезаем, чтобы лучше они ровнее склеились. И склеиваем, разогреваем огнем. Далее поворачиваем лепесточек к себе боком, и ненужный вот этот объем мы можем срезать. Сделать лепесток более плоским. Приплавляя огнем. Вот такой вот тюльпанчик у нас получился. 3 вершинки, да, у него. Вот, его мы можем расправить. Вот он такой получается. Такой лепесточек. Покажу еще разок. Оплавляю по краям, складываю пополам, отмечаю серединку. Края загибаю вниз. Дальше каждую лапку поднимаю еще раз вверх к вершинке треугольника и складываю еще разок. Двойной треугольник справа, двойной треугольник слева. Также к верхушке и основание нашего треугольника отводим назад, друг к дружке складываем, и серединку чуть-чуть немного срезаем ножницами и склеиваем огнем зажигалки, фиксируя наш лепесточек. Все слои ленты нам нужно склеить, сплавить. И теперь вот эти оба задних края отгибаем к серединке. Сводим их вместе друг с дружкой. Срезаем, подплавляем. И держим лепесточек боком, срезаем ненужный объем, делая более его плоским. Вот этот уголок я уберу. И теперь уже можно расправить наш лепесточек. Вот такой тюльпанчик получается. Получился у нас. Вот. Таких тюльпанчиков нам нужно 6 штук. Они будут выглядывать из основного цветочка. А теперь займемся уже составлением самого цветка. В первом ряду у нас будет 6 лепестков. Термоклей у меня уже разогрет, и буду наши лепесточки подклеивать. Наношу капельку клея.
Второй ряд подклеиваем снизу между лепестками первого ряда. Наношу клей на переднюю часть лепесточка и снизу подклеиваю в шахматном порядке. Также подклеиваем тоже снизу наши голубенькие лепесточки, которые будут симметричны первому ряду лепестков. Напротив каждого розового у нас будет выглядывать голубенький лепесточек. Чтобы было мне удобнее, фетровый кружок я сейчас наклею. Тоже вот на эту часть буду наносить клей. На лицевую часть, на основании нашего лепесточка, лицевую часть наношу клей и напротив каждого лепесточка первого ряда помещаем снежинку в серединку. Снежинку в серединку. И теперь буду подклеивать небольшие бусинки по кругу, несколько штучек с изнанки, и потом закроем нашу снежинку кружочком фетра. Вклеиваю таким образом, чтобы снежинки, чтобы бусинки выглядывали.
наносим клей и закрываем изнанку нашей заколки фетровым кружком. Подклеиваем с изнанки зажим для волос. Заколочка готова. Ждем, пока высохнет клей. Вот такой вот цветочек на зажиме. Заколочки такие у нас с вами получились. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайк. Делитесь видео со своими друзьями. Делайте красоту. Всем удачного творчества. Я с вами прощаюсь до следующих уроков. Пока-пока.